Да. Нема слов. Так, тут что-то туда нельзя. А куда можно? Так, можно налево. Я обалдею, тут город в городе, блин. Ой. Что ж такое? Где ж тут этот конец? Ага, а это у них тут какая-то была эта мастерская с запасами со всякими. Ты представляешь, качество какое? В башке не укладывается. Я по проводке посмотрел, у них калориферы электрические были. Охренеть! Как не поставили сейчас? Нет, нет, это все, это все же настоящее, ну как было. Вон, освежитель воздуха, ну этот как его, влажность убирает. Нет. Вот что современное только вот. Обалдеть. Обалдеть. Я же там смотрел только что дизель агрегат, что им электрику давал сюда. Ну да, это склад, понятно. Это просто в башке не укладывается. Я теперь понимаю, почему их так долго не могли победить. Это если он готовилось столько лет, ну 6 лет как минимум, и уже все это в башке не укладывается, просто жесть. А туда уже, или мы там были, туда уже пути нету. Вот. По воробьям стрелять. Ну, по сравнению, там я смотрел, Зай, 5,5 тонн снаряд, летит на 17 километров. Да, это так, сколько? 27 миллиметров. Но тылы прикрывала. На 5 километров стреляла. 50 килограмм. Да, ребята. Да. Жесть еще та. Ты там не ходила в один этот? Ну, в одно место ты там не зашла, была там вот круглая, знаешь, где они раньше стояли? Там ее нету, просто бетонный круг такой, там, где они стояли, крутились, и выгляд на пляж. Это просто не передать. Вон, еще стоит что-то. Смотри, ну тылы прикрывала. Вон там сзади. Где-то водопой был. Да? Да, что-то я не понял, где тут выход. Ага. Сюда и направо. Оп. О, началось.
земли они тут вырыли нехило. А готовились ребята защищаться долго. Наверное. Да, лазарет. Вот такой лазарет. Обалдеть, блин. Ну да. Вояки тоже болели. Как все практично сделано. Вот вещевой склад. А тут вещевой склад был. Я говорю, на все случаи жизни все есть, блин. Тут что? Тут надо ничего, ну глянем. Наверное, склад был снарядов. Типа финиш или что? Да? Да? Ну все же, да. Он стоит такой довольный. Не, ну стоило оно того. Я не жалею, что вернулись. Не знаю, как ты. Бонечку только жалко. Подумаешь, и сумки нельзя какие. Это не собака. А тут, наверное, это что-то такое страшное было. Ну, а это деревня. Да, вот это же деревня, вот это вот. Ну, это, я на ней не был, я посмотрю, зайду вовнутрь. Ты не была? Не. Не? Я пойду посмотрю. В смысле, а куда ты хочешь? А там есть двери, вон там можно заходить. О, 12:41. Ну вот и все, ребятки. И прошли мы. И 14:18, и 39:45. А вот эта вот деревня этого, как его, говорят, 1645 года. Но что-то мне сильно не верится, что-то она такая, блин, прям живая. Ну, зайдем сейчас посмотрим, что мы там увидим внутри.
И 45-й год. 1600. Может, тут управляющий жил какой-то, который это все строил. Больше похоже на правду. Это не та деревня. А какая? Не, ну тут современная, там какой-то, может, я не знаю. Ну, Но этот, я так понимаю, может быть, смотри, может, тот, который отвечал за строительство этого всего. Почитать бы где-то. надо. Да, почитать Так надо. найти-то почитать. Вот, потому что тут все видишь. Его сфотаем. Google нам подскажет. An den Wänden haben wir mit Karel van Landers unterzeichnete Lithografien aufgehängt. In Wirklichkeit handelt es sich um Reproduktionen von Zeichnungen, die der Künstler nummeriert und unterzeichnet hat. Der Prinz hatte die Angewohnheit, diese Werke ohne einen Anspruch auf Kunst zu hegen, seinen Freunden zu schenken. So manches Mal hatte seine Besucher überrascht. Это кухня была. Обалдеть, блин. Обалдеть. Так, а тут что? А, ну вот как этот домик, может, выглядел раньше. Ой. Так, ребята, финита, все. Выключаю. Вот он снаружи, этот домик выглядит так. Вот. Ну, прикольно. Прикольно. Все. Финита, шабаш.